Куда ты нас сегодня везешь? Там, где есть люди, человек. Что-то это со мной следит. Преследует. Торговый центр. Не, преследует меня эта фигня. Ты только спонсируешь? Да, сейчас. Покажи свой большой кошелек. Мне понравилось KFC. Я еще не спросила. Куда ты нас сегодня везешь? Там, где есть люди, человек. Зачем тебе человеки? Настя, куда ты хочешь поехать? Сейчас мы приехали в Мануфактуру, самый большой торговый центр в Европе. Настя, какой твой любимый магазин? Что-то это со мной следит. Преследует. Торговый центр. Не, преследует меня эта фигня. Настя, какой твой любимый магазин в Мануфактуре? Андрюх, а твой любимый торговый центр в Мануфактуре? Твой любимый торговый центр в Мануфактуре? Ладно, пап, тогда ты ответь. Я не понимаю. Ну, любимый магазин. Нет, я не Нет часто. такого. Ты только спонсируешь? Да, сейчас. Покажи свой большой кошелек. Да, Гуляй да, на все. да, все, да. Спасибо. Ну, пошли мы тратить деньги. Можно было. Настя, вас снимают. Андрей, будешь сегодня главным героем моего кино, хорошо? Нет. Ты уже им стал. Хочу показать и рассказать о самом большом торгово-развлекательном центре Польши и одного из самых больших Европы. Сегодня воскресенье, и в Польше этот день не торговый, то есть закрыты все магазины. Но в декабре перед Рождеством некоторые воскресенья торговые. Поэтому вперед! Мануфактура является самой главной достопримечательностью города Лодзь. Если честно, я не люблю шопинг, но так захотелось праздничного рождественского настроения, тем более в ограниченных реалиях и выбора практически нет для развлечения. Все закрыто. Szedł już niezmierzona pustynia, porywając się postanowił uciec. Widział ludzi w oczach kształcie migdału. Patrzył na dzieci. Niestety, chociaż oczy świętego Mikołaja były już bardzo zmęczone tymi wszystkimi widokami, nie udawało mu się naprawić mgły.
Итак, мануфактура. Бывший заводской комплекс, преобразованный в торговый центр в Лодзи. Инициатором создания мануфактуры был Киприан Косинский, бизнесмен лодзинского происхождения, проживающий в Швейцарии. Пользуясь своими связями, он привлек капитал около 270 миллионов евро от группы Ротшильдов в Лодзь и таким образом способствовал строительству мануфактуры. Центр построен на месте бывших ремесленных фабрик – ткацких, предельных, красильных, текстильных, ремонтных, станочно-слесарных мастерских. Создатели мануфактуры хотели хотя бы частично воссоздать атмосферу этого места. И им это удалось. Поэтому в архитектуре здания преобладают оригинальный красный неоштукатуренный кирпич и характерные формы построек. В мануфактуре было отреставрировано 90 тысяч квадратных метров внутренних помещений, рынок площадью более 3 гектаров, построены автостоянки на 3500 машин, высажено 600 деревьев. Чем же заняться в мануфактуре? Любители шопинга могут погрузиться в безумие покупок. Как раз сейчас сезон рождественских распродаж. И я не устояла. Хит сезона – игровая приставка PlayStation. Признайтесь, у кого в детстве была такая? Для самых работящих очень нужная вещь – будильник. Обожаю делать подарки. Можно стать ребенком и погрузиться в сказку новогодних декораций. Если бы не коронавирусный карантин, то можно было бы сходить в кинотеатр, боулинг, зал для скалолазания, скейт-парк. Ценители культуры могут посетить культурный комплекс, состоящий из филиала художественного музея, детской планеты, музея истории города Лодзь, музея фабрики.
Классный торговый центр. Классный, красивый, много всего. Но классный торговый центр. Можно найти все, что хочешь. Да? Ну давай. Классный торговый центр. Да. О чем задумался? Да, да. Кажется, мы проголодались. Фудзона, к счастью, работает, но только на вынос. Как видим, в очередях много доставщиков еды. В удивительное время мы живем. Давай тоже что-нибудь быстрее. Мам, поможи мне. Дело сделано, еда заказана. Осталось дождаться. Как же теперь все это съесть? Нужно как-то найти местечко для перекуса. Я бы вам с удовольствием показала это место с обзорной площадки. Но музей с этой площадкой, как и все остальные музеи и кинотеатры, закрыты. Чего там, пандемия. Но не будем разочаровываться и выйдем на улицу. На рыночной площади перед торговым центром можно посмотреть различные концерты, спортивные соревнования и различные культурные мероприятия.
пошли посмотрим на машины и по пути перекусим. I can hear your voice. I can hear your voice. Кстати, сейчас здесь небольшой рождественский рынок со всевозможными вкусняшками. Достопримечательность, которую обязательно стоит увидеть, это самый длинный фонтан в Европе. Дизайн фонтана был разработан испанской компанией. По вечерам вода подсвечивается, создавая впечатление, будто она танцует в ритме музыки. К сожалению, длинная часть фонтанов не работает. Но дальше я вам покажу его рабочий. I can hear your voice. Летом часть площади занимает песчаный пляж, а сейчас тут каток. I can hear your voice. Вот, например, рыночная площадь и фонтаны во время фестиваля фиатов. Необычное и интересное мероприятие. I can hear your voice. I can hear your voice. Но самое яркое и красочное мероприятие – это ежегодный фестиваль света, который проходит в Лоди в последние выходные сентября. Обязательно рекомендую посетить. В этом году он проходил в основном онлайн, и только возле мануфактуры установили светолазерные музыкальные инсталляции. I can hear your voice. Ну что, устали?
Понравилась прогулка? Мне понравилось KFC. Я еще не спросила. Вот и все, мы приехали домой. Понравилось вам в мануфактуре? Да. Андрюх, что вам запомнилось? Ну, папе KFC, да, пап? Андрей, Настя. Где ты замерз? Мы внутри были, Настя. Что тебе понравилось? Красиво. Новогоднее настроение появилось? О. Письмо Деду Морозу уже написали? Ну, надо срочно писать. Ну все, пока. В смысле все пока? А вам что вы сейчас? А нам больше всего понравилось красивые магазины, украшения домов в новогоднем стиле. Но еще так хотелось зайти в золотой магазин, но папа меня не пустил.